Всем привет! Вы на канале «Существует способ», и это заключительная серия нашего путешествия по Индии. Мы отправимся на самый масштабный религиозный фестиваль Индии в городе Аллахабад. Поехали! Всем привет с канала «Существует способ», я Миша. Елена. И мы продолжаем изучение Индии, катаемся по ее различным городам, мероприятиям. И сегодня мы посещаем город Аллахабад. И нас интересует тот фестиваль, который проводится в 2023 году, в январе, именно на берегах Слияние трех священных рек Индии. Этот фестиваль называется Кумбх-Мелла. И, собственно, мы здесь. Кумбх-Мелла – это одно из самых больших собраний людей на планете. Кумбх-Мелла – это возможность своими глазами увидеть обычно надежно скрытую от посторонних глаз сакральную и таинственную сторону Индии. Святые, отшельники, йоги, аскеты всех мастей, рассеянные по индийским лесам, пещерам и ашрамам, стекаются на фестиваль. Представить, что это такое, весьма-весьма трудно, пока не окажешься сам в гуще этих событий. Особенность этого фестиваля в том, что на небольшой площади в несколько квадратных километров устанавливается палаточный лагерь, и в нем проживают целый месяц. Порядка 50 тысяч человек. Вот в такой суматохе мы подходим к главным воротам и входим на территорию проведения мероприятия. Очень шумно, очень много людей, машин, каких-то мотоциклов. Но сами представляете, что такое 50 тысяч на небольшой площади. Тут этот городок имеет полную автономию. Здесь мы даже проходили, там были магазины, ярмарки. Есть даже передвижные банкоматы. Прям машина приезжает, и люди могут здесь снять деньги и рассчитаться за какие-то покупки. Также есть мобильный госпиталь. Нужна какая-то медицинская помощь, они приходят и получают ее прямо в палаточном лагере. Финансирует проведение этого фестиваля государство, и оно закупает заблаговременно дрова, воду чистую, питьевую, чтобы все было в доступе у людей, у тех, кто приезжает сюда. Также государство строит весь палаточный лагерь, который здесь находится. В котором живут люди. В котором живут люди. Обычно на полную Кумбх-Меллу, которая случается раз в 12 лет, по самым грубым подсчетам собирается порядка 15-16 миллионов паломников и любознательных эзотериков. Кстати, ярмарки здесь имеют все различные направления, то есть продают все подряд. Есть какая-то посуда, сумки, здесь домашняя утварь, ножи, вилки, какие-то отвертки, терки. Причем, смотрите, какая терка огромная. Или это не терка, это дуршлаг. В общем, много посуды, какой-то кухонной утвари. Причем эту кухонную утварь используют здесь же. Кумбха на санскрите означает кувшин. Мела – это собрание. Согласно легенде, на заре творения полубоги и демоны вместе создали молочный океан, чтобы получить нектар бессмертия. В результате их совместных усилий из этого молочного океана получилось много божественных и волшебных вещей и существ. И, наконец, из него появился бог Аюрведы, держащий сосуд с нектаром бессмертия. Демоны просто решили забрать силы и нектар только себе, и между демонами и полубогами завязалось сражение. Но в ходе той битвы 4 капли нектара бессмертия пролились из кумбхи, сосуда, на землю, упав в 4 разных места – в Аллахабаде, Хардваре, Уджайне и Нашике. С тех пор эти места стали священными. Мне кажется, что этот фестиваль сравним с каким-нибудь нашим нашествием, только с религиозным уклоном. Если на нашествие люди приезжают оторваться под рок-музыку, то здесь под религиозную музыку какую-то проходят танцы, проходят омовения. Ну и в целом сейчас мы, в принципе, все покажем, что там творится внутри, в центре палаточного лагеря. Множество различных лавок с фастфудом, с какой-то пищей. То есть есть несколько вариантов. Вы либо приезжаете сюда, вам выдают дрова, выдают воду. Наверное, посуду все-таки приходится брать свою, либо покупать как раз-таки вот в этих палатках. И вы можете сами готовить пищу. Празднование Кумбх-Меллы совпадает с каждым вращением Юпитера вокруг Солнца. Это связано с тем, что Юпитер занимает ведущее место в астрологии, поскольку считается, что его влияние приносит удачу и заканчивает времена испытаний. И раз в несколько лет при определенном сочетании звезд и планет на святые места проливается нектар бессмертия. Это и называется Кумбх-Мелла. В определенном
определенное время это событие происходит в каждом из этих мест. Раз в 12 лет происходит полная Кубхамела, раз в 3 года средняя и каждый год малая Кубхамела. Ребята, нашел просто реликвию. Смотрите, у чувака какой вертолетик есть. У всех, по-моему, в детстве были такие, которые запускаются с помощью веревочки. Опа, и полетел. Класс, вообще. Прям затронуло какие-то глубинные ниточки детства. Здесь парень продает павлиньи хвосты. Причем вот это, наверное, веер какой-то, это венички. It's beautiful. Водные процедуры и стирка, все проходит здесь же. Прям люди находят какой-то источник с чистой водой, либо запасают ее из того, что выдается здесь за счет государства, и потом просто находят место, где им комфортно, где им никто не мешает, и моются, стираются. Вот здесь даже под это дело как раз таки вот продаются вот такие канистры, в которые можно здесь набрать воду и в последующем использовать. Сувенирная продукция в виде различных ракушек, ниточек. Ниточки, кстати, вот эти повязывают на руку вот так вот, таким вот образом. Это как оберег, наверное, или на удачу, что-то вроде того. Вот тоже, пожалуйста, место, где принимают водные процедуры. Вот начинается уже песни, музыка. Дядечка на ходулях ходит. Для передвижения используют всевозможные способы, потому что машинам здесь, конечно, тяжело разъехаться, да их в большинстве не пускают сюда, потому что, ну, мало места. И люди используют грузовики, прям в кузов загружаются толпами и передвигаются по территории лагеря. Вот еще одно шествие. Вон дядька идет, прям на синтезаторе играет, и несколько барабанщиков. Еще Лена говорит, что сюда все-таки стекаются все различные религии, то есть не какая-то одна, не только индуисты, но и все различные ответвления индуизма. В принципе, как и везде в людных местах, индусы просят с тобой сфотографироваться. И нельзя позволять делать больше одной фотографии, иначе будет в очередь. И главный повод, ради которого собираются люди в этом месте, это сделать омовение в священных водах, в священных реках. Кстати, омовение в священных водах делают для того, чтобы смыть с себя все грехи и избавиться от цикла перерождения. Многие местные предприниматели зарабатывают тем, что устраивают покатушки на лодках, на своих деревянных. Вот такие вот у них длинные деревянные баркасы, и на них они катают приезжих. Также на лодке везут в место слияния рек Ямуны и Ганга, где коричневые воды Ямуны встречаются с синими Ганга. Считается, что там самый высокий уровень нектара бессмертия. Также устраивают покатушки на всеразличных лошадях, на верблюдах, на пони. Вот, несколько. Thank you. Такой чувак у меня из-за спины выглядывает тут. Привет. Не ждал меня? А я тут. Да, мы с Леной удивляемся, что как люди вообще могут здесь находиться на протяжении целого месяца под этим палящим солнцем. Да, конечно, для них это холодно, потому что сейчас январь, все-таки зима. Но мы погуляли тут буквально 1,5 часа, и мы прям все уже жарились. У нас с Леной возникал вопрос относительно того, чем же нужно заниматься человеку, чтобы позволить себе отпуск на целый месяц и при этом приехать сюда и, не работая, просто купаясь в реке почти каждый день, прожить здесь вот это вот все отведенное время. И сейчас, пройдясь по вот этому фестивалю, мы поняли, что многие сюда приезжают даже без каких-либо накоплений. Они просто садятся и ждут, когда им подадут. Сделают подаяние в виде риса, каких-нибудь бобов, сладостей, еще чего-нибудь. Все различные еды. И эту еду они могут приготовить как раз-таки, как мы раньше говорили, прямо на костре. Вот, например, вот здесь вот сейчас вот мы покажем. Там сидят женщины и готовят лепешки. Готовят лепешки, чистят картофель, овощи. Вот, прямо на костре. Вот здесь у них небольшая кучка дров, на которых как раз-таки и происходит процесс готовки.
И, в принципе, по всему лагерю так везде и происходит. Еще важный момент — это то, что ночуют они, в принципе, тоже вот так же, вот в таких же условиях. Им для ночевки особо не нужно какое-то комфортное место, кровать. У них с собой есть несколько пледов, одеял. Они просто заворачиваются в них и отдыхают и спят. Конечно же, вопрос еды и того, что люди здесь ждут подаяния какого-то, он касается не всех. И многие люди приезжают сюда вполне обеспеченные. В том числе этот фестиваль посещает и сам президент Индии. Этим, наверное, и удивительная Индия, и все вот эти вот фестивали и праздники, то, что люди разных мастей, так скажем, посещают одно и то же место, живут в одних и тех же условиях и, в принципе, не чувствуют никакого дискомфорта. Очень скромный палаточный лагерь из всеразличных тряпочек, каких-то мешков, брезента. И вот здесь вот на заборе прям сушатся вещи, которые, видимо, постирали не так давно. Зато удобно, тут речка рядом под боком прям. Вот там за ней находится понтонный мост, на который мы сейчас с Леной и направляемся, чтобы перейти на другую сторону и подойти уже к реке Ганге. Мы сейчас проходимся по центру как раз-таки палаточного лагеря, где размещаются, ну, тысячи людей точно. Много-много палаток, причем такие, можно сказать, старенькие уже, какие-то ветхие совсем, но люди в них обустраиваются целыми семьями, ведут полноценный быт. Здесь подведена у них вода, даже есть мусорки специальные, чтобы какие-то отходы собирать. И вот так вот на белевые веревки женщина вот тут вывешивает. Вон там вот люди гуляют, там костер жгут, есть готовят. Даже посажены вот какие-то растения, лучок, какая-то зелень. То есть на месяц, а то и даже дольше бывает, остаются здесь, живут. Причем есть все необходимое. Есть даже магазинчики, в которых можно купить какие-то овощи, воду питьевую, бутилизированную, какие-то там чипсики, какие-то необходимые продукты питания. Товарищ еще. Тоже, видимо, уже здесь не один месяц уже находится. Лагеря садху так называют отшельников, посвятивших свою жизнь духовной практике. Раскинулись на огромной территории в месте слияния священных рек Ганги, Ямуны и подземной реки Сарасвати. С душевыми и с туалетами дела тоже, в принципе, неплохо обстоят. Делают вот такие вот импровизированные навесы, не знаю, занавесы. И посреди них выкапывается яма. И вполне здесь можно справить все свои нужды. Некоторые большие шатры, вот там вот позади меня, приезжают гуру и читают какие-то лекции. И народ в целях просветления, просвещения приходит к ним и к ним участвует на их мероприятиях. Возле многих вот таких шатров вывешены граммофоны для усиления звука. И, собственно, о начале службы объявляют, и в процессе, если какие-то пения идут или истории, я не знаю, то о них также сообщают через граммофон. В общем, можно сказать, что это такие выездные гурудвару. И здесь собираются все различные гуры, мастера, йоги. И делятся своим опытом, ищут новых своих сторонников. И люди, которые сюда приезжают, возможно, находят мастера, который подходит именно им. Для тех, кто немного не рассчитал со своими личными вещами и теплыми вещами, вот здесь есть даже палатки, в которых можно купить одеяло, пледы, какие-то снуды, шарфы, чтобы укрыться. Кстати, палаточный лагерь полностью оборудован электричеством. Подвели временные столбы, и вот здесь на понтонной переправе тоже есть освещение в виде небольших фонариков. Протянуты провода и подключены здесь к фонарям. Также для большего удобства здесь сделаны временные вышки связи, потому что имеющиеся вышки связи не справляются с огромным количеством мобильных телефонов, которые есть у всех посетителей данного фестиваля. На этом серия подходит к концу. Мы не смогли провести там больше одного дня. Уж слишком большое скопление людей и шума. Но само по себе это событие очень уникально. Вы представьте себе такое огромное количество людей, которое живет в течение 45 дней на небольшой территории и совершает ритуальные обряды. Что ими движет? Как вы думаете, напишите в комментариях. Поддержать наш канал можно донатом на карту в описании под видео.
А уже следующее видео будет из новой для нас страны. Попробуйте угадать какой. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все, до скорого!